Ну что, всем здрасте, всем привет, вы на канале Emphasis, я Андрей Colors, добро пожаловать. Здесь мы говорим про плагины, давки, технологии, в общем про все, что касается создания электронной танцевальной музыки. Что сегодня будем делать? А будем пробовать новую корректировку для наушников от Bear Dynamics, которая называется Headphone Lab. Те из вас, кто скажет: Андрюха, ты что, типа проснулся, что ли? Какие Headphone Lab сейчас? Уже 3 месяца прошло с момента его релиза. Но подождите, ругаться. Вот буквально недавно, может быть пару недель назад, они только сейчас добавили те наушники, в которых я вот сижу. Это Bear Dynamics 1990 Pro, не MK2. У них в релизной версии была MK2, у меня не MK2. Поэтому я просто тупо физически не мог попробовать, нормально, адекватно, да, то есть эту корректировку наушников Headphone Lab, потому что они, были свои самые топовые наушники. Вот, чисто разумистый ставлю класс, ну да ладно, сейчас они наконец-то выпустили апдейтик, теперь есть мои наушники, так что пора тыкать Headphone Lab, корректировку наушников от Bear Dynamics. Ну что, поехали разбираться, ты там давай лайкосик-то прожимай, там подписочка, вот это вот все, и все, давай, пошли. Так, ну давайте, как обычно, расскажу, откуда скачать и вообще, в принципе, для кого это. Ну, как нетрудно догадаться, корректировка наушников Bear Dynamics Headphone Lab только для наушников Bear Dynamics. Поэтому, если у вас какие-то другие, там, AKG, Sony, Audeze, неважно, короче, то есть у них реально работать не будет, только Bear Dynamics. Но, если у вас Bear Dynamics, то для вас корректировка это бесплатная. И это мега офигенно, потому что бесплатных хороших корректировщиков наушников их нету. Это первый на моей памяти реально нормальная какая-то корректировка наушников, которая полностью бесплатно отдается. Короче, идем на их сайт, нажимаем Start for Free, Headphone Lab, здесь вводим свой email, как обычно, тут какой-то у них опросник еще есть. Ну, короче, вам на почту просто тупо упадет инсталляшка, ее нужно будет установить и все, то есть там все супер элементарно. Я, собственно говоря, это уже сделал, сейчас мы будем тестировать и слушать вообще этот Bear Dynamics и сравнивать его с другой корректировкой наушников, которая у меня тоже есть. Это Sound ID Reference, корректировка, которой я пользовался, довольно продолжительное время, но про мое вот это общее отношение к корректировщикам наушников давайте я вот в конце видоса, расскажу. Пока главное, знаете, что я буду сравнивать Bear Dynamics Headphone Lab с Sound ID Reference. Если вы, очевидно, спросите, а почему не с Realphones, да, особых причин нету, просто Sound ID Reference мне нравится больше заметно, чем Realphones. Его System-wide приложение гораздо более хорошее, чем у Realphones. Sound ID будет тоже супер крутой корректировщик. Так, окей, на чем мы будем тестировать? Довольно на простом материале, то есть это такой типа симулятор трека. Простой бит, бас и мелодия, да, драм-дубасовый, типа вот биточек, басочек, ну и какой-то синтюк, да, небольшой. Вот такой вот типа кусочек трека. Вполне себе насыщенный микс получился, то есть мы должны прям явно услышать корректировку наушников. На мастере у меня, если что, стоит минус 10 дБ, потому что все эти корректировщики нехило так пердолят в плюс громкость, поэтому тут уже приходится понижать. Так что будет немножечко потише, чем обычно, но я думаю, хватит для того, чтобы услышать. Окей, разобрались, что с чем сравнивать будем, давайте посмотрим, что вообще тут в самом интерфейсике есть. Собственно говоря, сам выбор наушников, то есть я вот тут уже добавил свои MK1, есть варианты на разные амбишуры, потому что у вот моих наушников там типа они поставляются с аналитическими амбишурами и балансными. У меня аналитические сейчас в данный момент стоят. Ну и список наушников от Bear тут довольно большой. Вот у меня, например, прошлые наушники были вот такие, они тут тоже есть, причем тут еще есть куча разных их вариаций. Я даже не знал, что существует 880 на 600 Ом. What the fuck вообще? И 990 на 600 Ом. Ну, ладно. Скорее всего, ваши наушники тут тоже есть. Если вы пользователь Bear Dynamics, самые распространенные, например, 990, они тут тоже есть, поэтому все в порядке. Так, какие возможности, собственно говоря, есть? Их не очень много. Можно включить или выключить калибровку. Давайте послушаем, как это вообще звучит. Вот это с калибровкой. Вот это вообще полностью сухой звук, да? Ну, разница заметна, конечно. Так, если калибровку выключать. Что-то подозрительно мало что меняется, если честно. А чё так? Не знаю. Почему-то калибровка практически никак не вносит никаких изменений в звук. Это, конечно, приколдес. Так, ну ладно, вторая главная функция — это Loudspeaker Emulation. Собственно говоря, эмуляция колонок. То есть как будто мы слушаем это все с мониторов, а не с наушников. Давайте чекнем, что она дает.
Вот она уже сильно меняет звук. И самое интересное, что даже когда все выключено, и калибровка, и эмуляция, то все равно звук меняется. Я что-то не понимаю. Может, рум надо убрать? Короче, то ли лыжи не идут, то ли я какой-то не такой, но я не понимаю, почему при выключенных всех вообще функциях все равно звук меняется. Ну вот такой вот приколдес, короче. Так, ладно, давайте я обратно включу это Loudspeaker Emulation, попробуем угол поменять. Звук меняется, и меняется стереополе, самое главное, да? По идее, самое правильное расположение это вот под 60 градусов, ну, чтобы был такой равнобедренный треугольник, получается, да, примерно. Ну окей, что делает рум, интересно. Я слышу добавление больше какого-то ревера, ну, реально комната добавляется. Короче, пока, если честно, вот эта функция мне абсолютно не нравится, ну да ладно. Так, есть еще Safe Mode, то есть это просто понижение громкости, но так как я громкость понизил на мастере уже, то в принципе нам она не нужна. Ну и, собственно говоря, все. Что еще можно сделать? Можно забайпасить это все. Вот это типа мой оригинальный звук, да? Это что? Это какой-то микрорежим. И настройки. Тут в настройках из интересного можно померить свою голову, да, то есть и вбить сюда какие-то значения. Ну, не знаю, давайте, а как мерить? Circumference — это диаметр, я так понимаю, а ear distance — это расстояние от уха до уха. Ну-ка, сейчас рулетку пойду найду. Так, нашел рулетку. Как мне мерить расстояние от уха до уха? Так, что ли? Ну, вот так вот примерно, да? Типа, сколько там моя голова получается? 15, да, 15. Ну, давайте я вобью сюда 15. Посмотрим на звук, это вообще как-то, в принципе, влияет. На звук, кстати, влияет. Но не могу сказать, что сильно. Так, а если, допустим, диаметр выбрать? 55 сантиметров голова. Большая голова. Я хз, если честно. Сколько там у меня голова? 70 сантиметров. Ну, это вообще... Мое почтение, очень умный человек. А 37 это микроцефал какой-то. Короче, как-то на звук это влияет, но, по-моему, не очень радикально, да? Окей, давайте я теперь отвлекусь от этих всяких разных функций и просто попробую тупо на слух послушать, нравится мне или не нравится эффект от вот этого Bear Dynamic Headphone Lab. Ну, по моим ощущениям, что мне нравится? Мне точно нравится больше низ. Вообще, вот весь low-end, бас, низкая середина становится гораздо приятнее. То есть это прям реально лучше слушается. И самое главное, я вижу пользу в этом, потому что я лучше слышу кик, я лучше слышу взаимодействие кика с басом. Но вот верха мне не нравится вообще абсолютно. То есть как будто бы слишком сильно он применяет все-таки вот этот нотч-фильтр. То есть тут вот даже видно, да, на самом деле, что он делает на эквалайзере с, ну, вот этим бедным звуком. То есть вот смотрите, как выглядит АЧХ, да, то есть вот этого трека без корректировки, то есть она более-менее ровненькая здесь. И с корректировкой, то есть он прям дико нотч-фильтром каким-то давит вот эту вот область. Это что у нас, 8000, скорее всего, да, какая-нибудь? Ну да, 8000, да, это неприятные верха. Да, у Bear Dynamics моих, например, 1990 есть неприятные частоты в этом диапазоне, но не настолько же их давить. Ну, тут же даже нет никакого там драйвета, то есть я даже не могу откатить это. Окей, я бы даванул, наверное, эту зону, да, в Bear Dynamics своих, но не настолько много, и это прям неприятно слушается. Хотя уходит вот некоторая резь, да.
Я согласен. Так, а если выключить этот Loudspeaker Emulation, что будет? Вот сейчас поменьше, да, получается, вот этого всратого нотч фильтра. И вот так мне нравится больше. Да, сухой звук наушников, к которой я привык. То есть вот эта комната убирается нахер, она мне вообще абсолютно не нужна. И нотч-фильтр становится меньше. Кстати, если я выключу корректировку, то вообще ничего не поменяется. Как это должно работать было, по их мнению, интересно, я не знаю. Немножко верха не хватает. По мне звук так слегка глуховат, конечно, получается, но в целом неплохо. То есть Loudspeaker Emulation в топку, а вот Headphone Calibration вполне, по-моему, nice ванчик. Так, давайте теперь сравним Sound ID Reference. Давайте включу на всякий случай все вот это дефолтное состояние. Итак, Sound ID Reference, то есть здесь у меня тоже все по дефолту стоит, выбран Bear Dynamics, Analytical Embouchure, все как обычно. Так, ну давайте слушать. Вот это у нас получается Bear Dynamic звук. А вот это Reference. Bear. Reference. Арик. Как будто бы референс ближе к оригиналу, то есть вот Headphone Lab, он меняет звук заметней. Реально, как будто я в других наушниках с ним слушаю. Давайте, кстати, я вырублю вот это Loudspeaker Emulation и тоже их сравним. Вот так вот. Чисто с корректировкой. Так вот уже ближе. Слушайте, а так бы я сказал, что мне на самом деле Bear Dynamic даже больше нравится по звучанию. То есть он как-то приятнее, что ли, для меня звучит, чем Sound ID. Вот эти на верхах какие-то резонансы Sound ID оставляет, которые есть в оригинальном звуке тоже. А Bear убирает, то есть как будто бы все-таки поприятнее звучит Headphone Lab. Но что есть хорошего, например, Sound ID Reference, это то, что здесь есть Dry Wet. То есть я могу не на полную катуху, да, то есть делать калибровку, а как мне нравилось всегда, например, небольшое количество, то есть, допустим, 50%. Вот. Чтобы я слышал чуть-чуть правильнее, да, то есть, по идее, там вот эти низ поправильнее, верха вот эти завышенные тоже убираются, но все-таки звук не менялся радикально. Давайте вот так сравним. Вот, насколько звук приятнее становится. А здесь прям очень радикально меняется звук. И нет возможности никак откатить, то есть я бы хотел, например, там поменьше бы сделать, да, то есть эту калибровку, но не могу. К сожалению, вот привязан только к полной 100% калибровочке, а здесь нету. Так, ну, Sound ID Reference у нас, естественно, тоже есть всякие разные там translation checks, то есть можно тоже выбрать какие-то колоночки, NS11 Yamaha, например, ну, тут еще есть всякие лэптопы, машины, headphones и другие, все такое. Ну, ладно, это, в принципе, не обзор Sound ID Reference, это обзор все-таки Bear Dynamics Headphone Lab. Оба плагина имеют нулевую задержку, да, 0 latency, но Sound ID Reference все-таки может работать в режиме линейной фазы. Вот это тоже очень приятная штука на самом деле. Ну, правда, задержка в 45 миллисекунд и 2000 сэмплов такое, как говорится, но по идее вот так вот более правильно было бы это все слушать. Ой. Подожди, я что, машину какую-то включил? Да, я машину включил, мне нужно вот это вот. Нет, звук мне все равно нравится больше у Headphone Lab, как ни крути. Но, блин, это другой звук, это другие наушники вообще абсолютно. Это не тот звук, к которому я привык. Да, у референса, наверное, слишком много саба.
Здесь как-то более сбалансированно все звучит в Headphone Lab. Короче, давайте какой-то сделаем вывод уже наконец-то. Headphone Lab, в общем, понравился. То есть, если не использовать вот этот вот Loudspeaker Emulation, как мне кажется, это абсолютно бесполезная херня. То есть, он слишком сильно пердолит звук. Ну нет, это уже просто сильно дальше корректировки. Я все еще считаю, что эмуляция колонок в наушниках это все еще абсолютно бесполезная срань. Вы можете со мной спорить, пишите в комментариях свое мнение. Может быть, вы скажете, что нет, это очень важно и круто работает. Но мне не нравилось никогда, как это звучит. По моему мнению, это вообще не имеет ничего общего с реальным звуком из колонок. Ну, может, я просто колонок никогда нормальных не слушал. У меня Адамы там были всю жизнь. Сейчас ничего нет, кроме наушников, если что. Корректировка классная, работает круто, но нету вообще никакого драйвета. То есть это мега печально. Нету линейно-фазового режима, это тоже немножечко печально. Это не сильно на что-то влияет, естественно, если просто на мастере иметь, да, допустим, этот плагин. И нету System-wide приложения. Вот это делает тогда вообще практически полностью бесполезным использование этого плагина, потому что, по моему мнению, если ты уже вкатываешься в корректировку, то есть ты начинаешь ее слушать с корректировкой, будь добр, слушай вообще все. Музыку, которую ты слушаешь просто там в Spotify, игры, фильмы, треки свои, естественно, то есть он должен висеть 25/8 просто у тебя на компудахтере. И именно по этой причине я отказался, например, от использования Sound ID Reference, потому что я не хотел, чтобы она висела постоянно. Да, она не может висеть постоянно. Там что-нибудь забагует, короче, она просто отвалится, и ты потом сидишь и думаешь, блин, а что со звуком, да, приключилось? Это грузит комп дополнительно. Но самая главная причина, почему я не использую корректировку, она все-таки состоит в том, что любые наушники, ну, более-менее адекватном уровне, да, какие-то там, не знаю, 990, допустим, те же самые, которые стоят там $100, да, условно говоря, они дают достаточно хороший звук, чтобы ты мог к нему привыкнуть и мог делать на нем хорошие миксы. То есть в любом случае важна именно привычка, а не правильный звук. Типа все равно даже без корректировки, но с какой-то наслушаемостью, с опытом можно делать крутые миксы вообще без проблем. Ну поэтому я попривыкал несколько месяцев к своим наушникам, когда я их поменял со 780-х, и мне в целом стало норм. То есть я стал делать, ну, хорошее качество, по моему мнению, ну и протестированное тоже, естественно, без корректировщиков вообще. Поэтому сейчас у меня референс просто пылится. Bear Dynamic, ну, я посмотрел, я не уверен, буду ли я его использовать или нет. Может быть, иногда буду просто включать на мастере, чтобы протестировать, потому что его калибровка мне в целом понравилась. Хорошая штука. Короче, бесплатно брать можно, но, как любой корректировщик, эта штука, ну, не для всех. Лучше привыкайте к тому, что у вас есть, короче, и все, и забейте на все эти корректировщики, хрен с ними. Ладно, посмотрели, короче, этот Headphone Lab от Bear Dynamics. Если вам понравилось это видео, не забудьте на канал подписаться и лайк прожать. Все как обычно. Спасибо большое всем, кто это делает. Класс вам ставлю. Также не забудьте подписываться на наш телеграм-ный канал, общедоступный, всякие статьи, анонсы, видосы для тех, кто не может смотреть на YouTube по каким-то причинам. Здесь все есть. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать, никаких важных событий. Ну и, конечно же, вступайте в наш Emphasis Premium, наше сердечко комьюнити, где у нас сейчас конкурс ремиксов, например, проходит на мой трек Harmony. Именно этот трек звучит в заставке каждого видео. Можно демку свою послать и получить на нее фидбэк от меня, других продюсеров, поавтопить без политики, свой релиз попромоутить, про и музыку что-нибудь обсудить, в созвонах в зуме поучаствовать, ну и много-много другого у нас тут есть, так что если вам это тоже надо, залетайте к нам, мы вам поможем продюсерам стать. Ну а так что, спасибо еще раз за просмотр, увидимся очень скоро, музыку пишите и пока, давайте, хорошего дня. Ищу только одного — покоя, умиротворения и вот этой гармонии.